Форпост представляет Севастопольские истории. Атака английской легкой кавалерии. В середине 19 века Турция под давлением Франции забирает у православных и передает католическим священникам ключи от храма Рождества Христова в Вифлееме. В то время Палестина входила в состав Османской империи. Император Николай I требует вернуть ключи православным. Турция объявляет войну России. Уже 18 ноября 1853 года эскадра адмирала Нахимова нанесла сокрушительное поражение турецкой эскадре под Синополем. Это стало поводом для вступления в войну Англии и Франции, которые боялись усиления Российской империи и решали свои стратегические задачи. Эта война получила название Крымской. Ярким событием Балаклавского сражения Крымской войны стала печально известная атака английской кавалерии. Элитная бригада стала легкой мишенью для русских пушек. Почему Раглан отдал этот странный приказ, а подчиненные не посмели оспорить? Можно ли сегодня увидеть место сражения? Где на самом деле похоронен герцог Мальборо, предок Уинстона Черчилля? Досмотрите этот фильм до конца. Главными действующими лицами тех событий стали командующий английской армией лорд Раглан, потерявший руку в сражении под Ватерлоу и носивший одежду с особым кроем рукава, дабы немного скрыть инвалидность. Этот вид рукава и по сей день носит название реглан. Крымская кампания стала последней в жизни фельдмаршала. Он скончался 28 июня 1855 года в Севастополе. Но не на поле боя, как Нахимов или Корнилов, а от холеры и диареи. Севастопольская кампания способствовала появлению других нововведений в моде. Благодаря промозглой крымской зиме у англичан появилась вязаная шапка, известная сегодня как балаклава. Модный свитер «Кардиган» обязан своим названием командиру бригады легкой кавалерии лорду Кардигану, который одел таким образом весь свой полк, решив одновременно проблему утепления и соблюдения формы одежды. Начальником Кардигана был его тесть, лорд Лукан, который тоже купил должность командира английской кавалерии. Оба были ровесниками. Лукан ненамного превосходил зятя по интеллекту. Современник писал: «У Кардигана мозгов, как у моего сапога. По недостатку интеллекта он может сравниться разве что со своим родственником, графом Луканом». У лордов была еще одна общая черта — ненависть друг к другу. Лукан был выше по званию, что крайне раздражало Кардигана. Ссорились они постоянно. Заместитель Кардигана лорд Пейджет с отвращением назвал их двумя избалованными детьми. Четвертым участником был капитан Нолан. Он считался светилом кавалерии, написав 2 книги по тактике и боевой подготовке. При этом Нолан не имел боевого опыта и стремился его быстрее получить. Представить картину сражения вы можете и сегодня. Для этого нужно приехать на смотровую площадку на Сапун-горе, расположенную на высоте 230 метров над уровнем моря. Недалеко отсюда находился командный лагерь лорда Раглана. Кавалерия располагалась ниже, в районе нынешнего Ялтинского кольца. Утро 25 октября началось для англичан неожиданной атакой русских, которые быстро захватили 3 из 4 редутов, расположенных вдоль Воронцовской дороги. Сегодня эта трасса Севастополь-Ялта в районе Ялтинского кольца. Один из редутов находился на месте знаменитого ресторана «Шайба». Захватив редуты, наши войска получили плацдарм для наступления на Балаклаву. Впрочем, наступать русские не собирались, имея в своем распоряжении всего 1 пехотную дивизию. Они выкатили 10 орудий на склонах Федюхиных высот. На редуте номер 3 заняли позицию 8 орудий легкой артиллерии. В глубине вход в Чергунскую долину перекрывали 8 орудий Донской батареи. Так почему лорд Раглан приказал атаковать, если противник не представлял сиюсекундной угрозы? В
В который раз простые солдаты стали заложниками политических интриг и личных амбиций. Раглан заметил активность русских на редуте номер 1, расценив ее как попытку увести захваченные орудия в тыл. Дело в том, что орудия эти были сняты с корабля Королевского флота «Даймонд». Командовал кораблем 30-летний Уильям Пиль, сын влиятельного политика Роберта Пиля, который дважды был премьер-министром Великобритании. Семья Пилей вкладывала личные средства в финансирование военной кампании. Однако с самого начала их преследовали неудачи. Команда корабля заболела холерой, и парусник отправили на дезинфекцию. Орудия были перевезены на редуты, и сейчас эти пушки на глазах у Уильяма Пиля увозили русские. Раглан приказал: «Кавалерия должна быстро выдвинуться вперед и не позволить неприятелю увести орудие. Немедленно!» Приказ вызвался передать капитан Нолану. Но о каких орудиях шла речь? Находясь ниже Раглана на 120 метров, Лукан и Кардиган не могли видеть редуты, расположенные справа. Зато прекрасно видели пушки Донской батареи, расположенные в глубине долины. Когда Лукан потребовал разъяснений, Нолан заявил: «Приказ состоит в том, что кавалерия должна атаковать немедленно». Лукан переспросил: «Атаковать что? Какие орудия?» Нолан махнул рукой: «Туда, милорд, там ваш враг, там ваши орудия». Когда Лукан приказал Кардигану атаковать, тот лишь холодно заметил, что долина является смертельной западней. Взаимная ненависть и гордыня исключали любое обсуждение, которое могло бы прояснить странный приказ. Уже через пару минут Нолан осознал, что была допущена роковая ошибка, но первый же взрыв русской шрапнели разорвал ему грудь. 12 орудий с Федюхиных высот выпустили 60 зарядов. 8 орудий от редута номер 3 дали примерно 40 выстрелов. Финальный акт сыграла картечь Донской батареи. Огонь был фланговый, и едва ли не каждый снаряд, картечь или граната находили свои жертвы. Долину заволокло пороховым дымом. Лошади начали разворачиваться и выносить всадников из огня. Это стало оправданием для Кардигана, бросившего своих подчиненных и сбежавшего в тыл. Большая часть британцев все-таки оказалась на батарее, и чтобы выжить, им пришлось драться. Происходившее дальше стало одним из самых жестоких эпизодов сражения. Казаки сцепились с кавалеристами, пустив в ход все, что было под руками. В этот момент проявилось техническое преимущество англичан. Они убрали сабли и достали более эффективные револьверы. Однако одних револьверов для победы оказалось недостаточно. Дальнейшие события русские солдаты называли «охота на зайцев». Казаки были увлечены ловлей лошадей, по их словам, сумасшедшей кавалерии. Позднее кровных рысаков, победителей английских дерби, стоимостью по 400 рублей продавали за 15-20. В результате безумной атаки, которая длилась 20 минут, английская легкая бригада, 600 человек, потеряла 118 человек убитыми, 127 ранеными, 60 пленными. Потеряно более 400 лошадей. Многие годы из Британии приезжают паломники с целью осмотреть долину смерти, где погиб цвет их нации. Премьер-министр Уинстон Черчилль, будучи увлеченным историком и бывшим кавалеристом, попросил перерыв во время Ялтинской конференции в 1945 году, чтобы увидеть поле боя. Это укрепило миф о том, что в Балаклавском сражении погиб дед Черчилля из рода Мальборо. На самом деле дед политика Джон Уинстон, 7-й герцог Мальборо, скончался в Лондоне от стенокардии в 1883 году. Раглан во всем обвинил Лукана, который был с позором отозван назад в Англию. Кардигана, не получившего ни царапины, сначала объявили героем Балаклавы, но авторы правительственного доклада, опубликованного в 1856 году, всю вину возложили на Лукана и Кардигана, заявив, что они неумело и некомпетентно командовали кавалерией. Позднее обоих реабилитировали и даже возвели в рыцарское достоинство. Лукан и Кардиган никогда больше не были в Севастополе и до конца жизни сохранили чувство ненависти друг к другу.